конце 19 века в подземельях монастырей Тибета путешественниками были обнаружены загадочные рукописи. Они представляли собой хорошо сохранившиеся кипы пальмовых листьев, на которых доступным для дешифровки методом сообщалось о контактах древнего человека с загадочными существами. Всем привет! С вами Финемор. Подробный анализ этих отрывочных сведений о древних цивилизациях нашей планеты, содержащихся в манускриптах, а также предания и легенды народов мира в комплексе с откровениями провидцев, позволяют нам сделать выводы о том, что человечество контактировало с космическими пришельцами на заре своей истории. Древние мудрецы считали, что первая земная цивилизация зародилась миллионы лет назад в Арктике, задолго до того, как она покрылась ледяным панцирем. Это был тропический континент Гиперборея, покрытый буйной растительностью, царство красоты и света, над которым никогда не заходило солнце. В то время Земля, по всей видимости, находилась намного ближе к Солнцу и имела ось своего вращения перпендикулярную орбите, в связи с чем смена времен года никогда здесь не происходила. В этом раю и зародилось все земное человечество. Согласно древним источникам, жители приполярного материка были очень высокими и голубоглазыми блондинами. Они представляли собой идеальный нордический тип. Современные провидцы утверждают, что гиперборейцы были космическими пришельцами из созвездия Лебедя, которые по причине своего физического бессмертия и дальнейшего перенаселения своей планеты произвели космический посев разумной жизни на других планетах со сходными физическими условиями, а именно на планетах нашей Солнечной системы. Известно, что посев был проведен конкретно на Венере, Земле, Марсе и Фаэтоне. В силу особенностей природы этих планет и внешних космических влияний развитие человеческих рас происходило неравномерно. Первенство в эволюции принадлежало разумным обитателям Фаэтона и Венеры. Земляне и марсиане значительно отставали в развитии, поэтому первыми наставниками человечества в цепочке космических контактов землян стали пришельцы с планеты Фаэтон, которая находилась на орбите между Марсом и Юпитером. По свидетельствам тайноведческой литературы, атмосфера Фаэтона десятки миллионов лет назад, когда планета еще существовала, имела очень низкое содержание кислорода и была сильно разряженной. Соответственно, ее обитатели имели бледно-голубой оттенок кожи. Это обстоятельство породило сохранившееся и по сей день предание о правителях голубых кровей. Именно ими и были основаны все первые династии царей в древности. О пребывании на Земле пришельцев с Фаэтона сохранилось немало документальных свидетельств. Например, в древних комментариях к загадочным страницам книги Дзиан сохранилось упоминание о сыновьях воли и йоги и божественных учителях, которые впервые сошли на Землю далеко на крайнем севере и учили людей наукам, ремеслам и архитектуре. Веды и Махабхарата, содержащие по своей сути неземные знания, они относятся к астрономическим данным, которые могут быть понятны лишь в том случае, если наблюдатель находится на Северном полюсе. В китайских хрониках зафиксировано прибытие на Землю Поднебесной белых пришельцев с севера, которые утверждали, что там они напрямую общались с богами. Император Древнего Китая считался наделенным властью царем космоса, который пребывал на небесном Северном полюсе. Зевс явился грекам с горы Олимп, символизировавшей далекие северные районы планеты. Вездесущий Аполлон наведывался на Землю, где никогда не заходило солнце. На своей знаменитой стреле ракете, запряженной лебедями, явный намек на созвездие Лебедя. Эскимосы хорошо помнят сияющих духов севера. Даже сейчас наш Дед Мороз обитает в своей сказочной стране на далеком севере. Катастрофа планеты Фаэтон прервала все контакты землян с людьми голубых кровей. Эта катастрофа вовсе не была следствием какой-либо войны или астероидно-кометного столкновения. Вся цивилизация Фаэтона просто покинула свой физический план. Они перешли в высшее измерение – пространства и времени, вызвав тем самым необратимую гибель своей планеты. Возможно,
По этой причине некогда цветущий Марс превратился в холодную пустыню. 18 миллионов лет назад на Земле процветала лемурийская цивилизация, которая зародилась во времена динозавров. К тому времени, в результате смещения земной оси, которая спровоцировала катастрофу Фаэтона, некогда цветущая планета Гиперборея превратилась в край льдов, снегов и туманов. Лемурийцы обосновались на теплом и благодатном континенте, известном у народов, населяющих сегодня острова Индийского и Тихого океанов, как земля Му. Этот континент простирался от нынешней Австралии и Антарктиды на юге до Гималаев на севере. Сами лемурийцы изначально были гигантами-гермафродитами. Как утверждает Платон, лемурийцы были двуполыми, падшими ангелами с Венеры и Марса. За миллионы лет они эволюционировали в мужчин и женщин, а рост их снизился с 365 сантиметров до 215. По своему внешнему виду они напоминали гигантов-индейцев со слегка голубоватым оттенком кожи. Посредине сильно выпирающего вперед лба у них была выпуклость. Это и был тот самый третий глаз. В древних легендах утверждается, что учителя с Венеры открыли лемурийцам свои космические знания, из которых сформировались в дальнейшем все доктрины Востока. Лемурийцы строили громадные города из мрамора и базальта. По сей день на планете сохранились останки этих сооружений. Взять, к примеру, пирамиды или гигантские строения с огромными дверями, которые во много раз превышают рост нынешнего человека. Они были умелыми и отважными мореходами, основавшими поселения по всей Земле, которые отличались своими каменными изваяниями. Жизнь лемурийцев, конечно, была полна опасностей. Окружающий гигантский мир был наполнен динозаврами. Теперь понятно, откуда появились наскальные рисунки и предметы, на которых изображен человек рядом с динозавром. Периодически Земля сильно сотрясалась. Как следствие возникали цунами и сильное извержение вулканов. Говорится в древних преданиях, что в пору наивысшего расцвета их цивилизации на помощь им пришли боги, прилетевшие с Венеры. Это были все те же потомки бледнокожих пришельцев из созвездия Лебедя, перенявших, видимо, эстафету наставничества у своих братьев по разуму с погибшей планеты Фаэтон. Интересно, имеются ли сейчас сохранившиеся подобные сведения, позволяющие говорить о том, что на Венере когда-то могла бурно процветать разумная жизнь, которая пришла когда-то на помощь всему земному человечеству? Такие сведения, конечно же, есть. В первую очередь, здесь нужно сказать о современных выводах ученых НАСА, которые утверждают, что на Венере существовали огромные запасы воды и кислорода. Давайте попробуем разобраться в этом. Вся масса углекислого газа, которым очень богата современная атмосфера Венеры, появилась в результате сгорания биосферы и соединения продуктов ее сгорания с кислородом. Получаем, путем несложных расчетов, значение общей массы венерианского живого вещества. Оказывается, она в 400 тысяч раз превышает массу биосферы нашей Земли. В мае 1985 года НАСА под давлением американского комитета сообщила на телевидении штата Флориды об обнаруженном на Венере в Сетилианском комплексе копии пирамид и сфинкса, в точности повторяющих весь земной египетский комплекс в Гизе. Это сообщение подтверждает наши предположения о единой космической культуре пришельцев из созвездия Лебедя, основавших свои древние колонии на Земле, Венере, Марсе и Фаэтоне. Разумные обитатели Венеры сохраняли статус космических наставников человечества на протяжении долгих лет. Эти десятки миллионов лет вошли в легенды и предания многих народов мира, как Золотой век и райское время, когда боги спускались на Землю и общались с простыми смертными. Венерианское человечество опекало не только лемурийцев, но и древних обитателей Атлантиды. Циклопические руины Тиао-Анака в Андах, мегалитические постройки в Мексике и Великобритании, туннели под всей планетой, наскальная живопись в Австралии, пещеры Индостана, подземные усыпальницы в Тибете, китайские, мексиканские и египетские пирамиды. Все они составляют одну большую общую картину жизни на Земле, в которой правили титаны, ученики и потомки космических наставников с Венеры. В
В тибетских рукописях говорится о сошествии с Венеры на Землю первого великого учителя Санаты Кумара, который прибыл в загадочный цветущий остров-город, окруженными водами давно исчезнувшего Габейского моря Центральной Азии. Вместе с Санатой Кумарой прибыли 4 огненных господина и 100 их помощников. Отцом и легендарным прародителем цивилизации ацтеков был Кецалькоатла. Подробные сведения об этом были уничтожены безвозвратно конкистадорами, но сохранившиеся чудом разрозненные отрывки были собраны и прочитаны христианскими миссионерами. Назвали их «Индийские хроники». В них сказано, что было Солнце, которое по описаниям очень напоминает нам планету Венера. В другой ацтекской летописи рассказывается, как бог-учитель взошел на погребальный костер, откуда из пламени вознесся на планету Венера. Погребальное пламя в этом контексте звучит вообще как некий фантастический портал на орбитальный корабль. Разве не так? В 1479 году жрецы майя торжественно осветили громадный календарный камень. Интересно то, что он позволял установить важные даты предшествующих мировых событий способом отметок прохождения Венеры через земные меридианы и планетарные циклы. В перуанских легендах рассказывается о божественной Орегоне или Аризоне, прозванной так за широкие, сверкающие золотые уши. Она также сошла с Венеры, высадившись на острове посреди озера Титикака. Близ этого легендарного озера, как известно, находится не менее легендарный город Тиауанака со своими загадочными исполинскими постройками. Знаменитые солнечные врата Тиауанака украшены загадочными фигурками людей и животных. Как установили ученые-археологи, это изображения являются календарем, в основу исчислений которого положено движение именно Венеры. Интересно, что все фигурки людей, присутствующие в символике календаря, имеют крылья и по внешнему виду напоминают ангелов из Библии и крылатые скульптуры древнего Междуречия. Перуанцы также считают, что бог Виракоча пришел с Венеры, появившись перед ними из вод озера Титикака. Он пришел на южноамериканский континент, получая и исцеляя предков инков. Так же, как и легендарный бог-учитель Кецалькоатль ацтеков, величаво и победоносно прошествовал по Северной Америке. Обороняясь от врагов, Виракоча поднимал свои руки к небу, и на неизвестном предкам индейцев языке слово «Кецалькоатль» принадлежит именно к лексикону атлантов. Вызывал оттуда невидимую или огненную стену, от которой отскакивали стрелы испуганных нападавших. Вообще, следует отметить, что через всю свою культуру инки на протяжении веков пронесли свое трепетное и почтительное отношение к Венере. Южноамериканские легенды очень похожи на предания Древнего Востока, рассказывающие о том, что когда-то очень давно сияющие звездные боги спустились со звезд, чтобы установить на Земле золотой век. Более конкретные сведения о богах-учителях с Венеры содержатся в халдейских хрониках, согласно которым в 1100 году до нашей эры на юге Центральной Азии существовала Дравидия, колония атлантов, которая часто посещалась наставниками с Венеры, делившимися своими знаниями со жрецами. Просветительская миссия космических учителей с Венеры для землян завершилась по одним данным за 1800, по другим за 750 лет до нашей эры. Примерно в этот промежуток времени в результате какой-то космической катастрофы в окрестностях планеты на Венере закончила свое существование колония пришельцев из созвездия Лебедя. Увы, сегодня мы не знаем, что могло точно случиться с Венерой. Одни исследователи полагают, что планета была сожжена гигантским солнечным протуберанцем. Другие ссылаются на китайские предания, в которых утверждается, что по какой-то причине сразу 5 планет нашей Солнечной системы сошли со своих орбит. Такую космическую катастрофу можно сравнивать лишь с гибелью самого Фаэтона. Поэтому вполне возможно, что причина исчезновения разума и биосферы на Венере та же, что и гибель Фаэтона. Связано это, скорее всего, с переходом духовного сознания разумных его обитателей в совсем другое измерение. Но точно подтвердить или опровергнуть это, увы, нам никто не сможет, так как в самой датировке известной нам истории полная путаница, которая полна белых пятен. Но это еще не финал нашей истории. Продолжение следует.
следите за выходом новых выпусков. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.